Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, вы на канале Вязание Хобби, и сегодня представляем мастер-класс по вязанию вот таких вот детских варежек. Что касается конкретно этих варежек, они связаны на возраст 7-8 лет. Обхват запястья 15 сантиметров. Но в этом видео я постаралась, скажем так, подготовить материал для того, чтобы вы связали варежки именно на свой размер. Потому что, когда начинаем вязать варежки, у нас возникают вопросы, сколько петель набирать на манжет, на большой палец, когда делать убавки и так далее. Поэтому вот эти вот моменты я и проговорю. Поэтому, если кому-то, скажем так, эта информация не очень нужна будет, вы можете пролистать дальше на начало вязания и начинать вязать варежки именно на возраст 7-8 лет. Но с самого начала, для тех, кого заинтересовала информация о том, как связать варежки на свой размер, я сейчас именно на этих моментах и остановлюсь. Значит, в первую очередь, сколько петель набирать на манжет. Так, вот этот вот манжет, то есть конкретно вот здесь вот. Вот манжет у нас, так. Для этого нужно, конечно, связать образец. Я вяжу всегда образец, высчитываю свою плотность вязания. И затем мы будем знать, сколько петель набирать на манжет. Но это не самая главная мерка. Самая главная мерка вот это. Это называется обхват запястья. По косточкам, то есть там, где самые вот выступают эти косточки, самое широкое место, мы должны туго натянуть нашу сантиметровую ленту и вот таким образом измерить. Вот у меня 19 сантиметров обхват запястья. Значит, это важная главная мерка. 19 сантиметров, затем мы умножаем на плотность вязания. И у нас получается столько петель мы должны набрать изначально, для того, чтобы начинать вязать наши варежки. Это первая мерка. Дальше, когда мы будем вязать варежки, мы должны знать, когда начинать провязывать большой палец. Но у меня это индийский клин, поэтому я здесь беру для детских варежек совсем немного. Здесь у нее 1,5 сантиметра. Что касается взрослого человека, мы должны знать вот эту мерку. То есть вот именно от запястья, где идет складочка, и до начала основания большого пальца. Вот видите? Я где-то для себя буду провязывать 5 сантиметров. И тогда уже будут идти вот эти вот прибавки на большой палец. Кроме того, когда начинаем провязывать большой палец, мы должны знать, сколько петель нужно для большого пальца. Очень просто. Вот мы связали, скажем, образец. У нас он будет, допустим, лицевой гладью, как обычно. И оборачиваем вот наше вязание именно большой палец. И затем подсчитаем, сколько петель должно уйти на большой палец. И когда будем делать уже прибавки в этом индийском клине, мы будем вот это вот количество петель для большого пальца и набирать. То есть, если у меня здесь, допустим, вот смотрите, 15 петель получилось, значит, когда я буду делать прибавки вот здесь, вот я их наберу именно 15. Так, кроме этого, у меня еще будет вот здесь вот, для взрослого человека, на взрослую варежку я еще набираю петель, ну, 2 петельки обязательно. На воздушные, именно воздушные петельки, для того, чтобы все-таки вот здесь вот у нас было пошире наша варежка. Хорошо сидела, скажем так, на руке. Что касается убавок в большом пальце, они начинаются, когда вязание закрывает именно середину ногтя. И тогда уже делаем убавки в большом пальце. Дальше, когда мы вяжем нашу варежку, сформировали большой палец, провязали вот это вот нужное количество, то же самое нужно знать, когда делать убавки вот в этом мысе. Они делаются, когда вязание закрывает мизинец. И тогда уже можно делать вот эти вот убавки. Именно после мизинца мы начинаем убавлять петли варежки. Ну, вот это вот, наверное, самая важная информация, которую я учитываю, когда вяжу варежки. Кроме того, можно на листе бумаги обвести ручку, скажем так, ручкой
руку, так, и затем вот смотреть, сколько длина пальца большого, где у нас вот эти вот расстояния наши и так далее. То есть так тоже можно, в принципе, этим ориентироваться. Кроме того, я в этом видео вставила, подобрала довольно-таки нужные таблицы, которые действительно могут пригодиться, когда вязать варежки. Поэтому и длина пальца вы посмотрите, там есть, и длина полностью вот от запястья и до убавок, и вся длина, обхват запястья, какие размеры варежек и так далее, сколько у нас манжет может провязываться. То есть вот эта вот информация, которая будет периодически появляться в таблицах, она действительно нужная. Поэтому, если вам понадобится, смело смотрите в эти таблицы и ориентируйтесь на свой размер. Пряжу для варежек лучше выбирать именно с шерстью, так как шерсть это все-таки теплые, получаются теплые вещи. Это может быть стопроцентная шерсть или полушерсть. Кроме того, можно использовать пухнорки. В данном случае у меня это пухнорка. Я вязала эти варежки в 3 нити. И основные, и плюс одну дополнительную. Они, я не могу сказать, что уже такие прямо плотные, но я вязала спицами номер 3, видите, вот оно довольно-таки очень плотное, но не сильно толстое. То есть, если нужно более потолще варежки, можно брать и в 4 нити. Здесь у меня ушло 56 грамм. Это возраст 7-8 лет, как я сказала. То есть на варежки для взрослого человека уйдет около 100 грамм. Ну, может быть больше, смотря какая толщина пряжи. Что касается детских варежек, то в принципе идет совсем немного, 60-70 грамм. Ну, в данном случае 56. Кроме того, когда идет узор косы, жгуты и так далее, то, конечно, расход пряжи увеличивается на 30-40%. То есть это тоже, в принципе, нужно учитывать. Какие важные правила при вязании варежек? В первую очередь, варежки должны сидеть по руке. То есть они должны быть небольшие и не маленькие. Так? И, конечно, особенно это касается детских варежек. Маленькие они должны быть, потому что нарушается кровообращение. И не морщиться, без никаких складок. То есть это, чтобы они были удобные, они должны быть ровные. В дополнение я хочу сказать, что пух норки лучше всего стирать в горячей воде. Особенно это касается первой стирки. По советам опытных вязальщиц нужно постирать именно в горячей воде. Так, пухнорка хорошо себя ведет в горячей воде, то есть она не сжимается. Единственное, что она может вытянуться в длину, но поскольку у меня полотно плотное, оно у меня не вытянулось. Так, теперь быстренько по размерам вот этих варежек. На размер 7-8 лет, смотрите, у меня острый такой получился мыс, поэтому где-то вот так вот будем измерять 19 сантиметров. Обхват запястья из-за того, что узор плотный, он немножко сжался. Так, я его брала на 15 сантиметров, но в принципе вот оно и есть. Половинка это 7,5 сантиметров. Длина варежки от запястья, то есть там, где заканчивается манжет, вся где-то 14 сантиметров. Но поскольку острый нас вот этот мысок, я сказала, поэтому здесь можно, скажем так, и меньше длину брать. Так, и от манжета до начала убавок у меня 12 сантиметров. 12 сантиметров, да, она немножко, вот если так протянуть, получается 12 сантиметров, и тогда я уже начинала вот эти вот делать убавки. Сам пальчик у меня, если брать вот отсюда, у меня где-то 3 сантиметра, чуть больше. И вот таким образом рассчитывайте свою плотность вязания. Я думаю, что все у вас получится. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Я вроде бы все рассказала для того, чтобы связать варежки. Поэтому всем приятного просмотра. Спасибо, что заглядываете на мой канал. Если вам понравится это видео, нажимайте пальчик вверх. Всем спасибо за просмотр. Приступаем. Вот у нас такая пряжа. Это у нас пух норки секционного окрашивания. Вот так она выглядит поближе.
Вы знаете, на сайте она мне понравилась, решила попробовать. И действительно очень приятный цвет, практически передается. Идет дополнительная катушечка. И метраж у нас, как и обычно, 350 метров в 50 граммах. Мы будем вязать в 3 нити из одного моточка. Кроме этого нам понадобится маркер и спицы. Мы будем набирать итальянским способом. Для этого нужны спицы 2,75 или на пол размера, или хотя бы немножко меньше размера, чем основное полотно. То есть я буду набирать петли вот этими спицами 2,75, а вязать варежки будем спицами номер 3. Я связала образец, постирала. Здесь у меня 15 петель. И вот так вот распушилось это полотно. Вы знаете, неплохо распушилось, мне нравится. Такой вот пушок появился. Что касается плотности вязания, у меня здесь 15 петель. И в 1 сантиметре у меня 2,4 петли. Поскольку мы будем вязать на обхват запястья 15 сантиметров для ребенка 7-8 лет, 15 сантиметров, я буду набирать 38 петель. Вы, конечно, можете набирать и свое количество петель в зависимости от того, на какой возраст будете вязать. То есть, если вы будете вязать даже из другой пряжи, нужно связать образец, посчитать свою плотность вязания и затем измерить обхват руки. Обхват, точнее, запястья, вот именно по косточкам оно измеряется в самом, скажем, широком месте. Так, вот, допустим, у меня обхват руки 19 сантиметров. И вот этот вот обхват руки нужно умножить на плотность вязания. И такое количество петель нам нужно будет набирать на то, чтобы провязать наши варежки. Таким образом, набираем 38 петель итальянским способом. Для этого берем спицы меньшего размера, чем основное полотно. У меня это 2,75. Для того, чтобы измерить, какая длина нити нужна для наборного ряда, делаем следующим образом. Вот накидываем ниточку на спицу и дальше набрасываем ее 10 раз. 1, 2, вот уже 2 раза мы набросили. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот эта вот длина, получается, нужна для того, чтобы набрать 10 петель. Нам понадобится 38 петель, поэтому я в 4 раза примерно беру больше вот эту вот нить. Но еще немножко, сантиметров 5-7, для того, чтобы закрепить затем наши петли, немножко нужно больше взять. Вот эта вот ниточка от мотка идет туда. Первая петля будет набрасываться следующим образом. Заводим спицу вот таким образом, и уже на спице, скажем так, есть петля. Вторая провязывается обычным. Дальше мы будем провязывать следующую петель. Эту спицу заводим под эту нить, которая на указательном пальце, а на большом пальце подводим вот так. И затем, смотрите, образуется у нас петля на спице. Вот. Это считается изнаночной, потому что она похожа на изнаночную. Дальше движение наоборот. Сейчас уже с большого пальца под низ идем, а затем на указательный под низ. И вот так. И смотрите, это уже петля похожа на лицевую. Дальше повторяем движение. Сначала на указательный под низ, а затем под большой палец. Вот так. Дальше у нас идет большой палец. Получается лицевая петля. И чередуем. Сначала указательный берем пальчик в работу, а затем большой.
Единственное, петельки, они могут перекручиваться, особенно когда будет большое количество петель, и поддерживаем их. Вот смотрите, она похожа на лицевую, значит дальше у нас идет изнаночная. Изнаночная идет с указательного, вот так. Набираем таким образом 38 петель. И пересчитываем, потому что они крутятся. И получается, вот смотрите, такие вот двойные. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 петель я набрала. Дальше набираем 38 петель всего. 38 петель я набрала, и последняя петля обычная. Вот таким образом, чтобы эту нашу, скажем, наше все это количество петель у нас оно не расползлось. Дальше мы будем вязать 2 ряда полой резинки. Можно, в принципе, и 4. Так, первый ряд, смотрите, мы пока не замыкаем вязание в круг. Мы замкнем вязание в круг после того, как провяжем первый ряд. Первую петлю мы с вами не будем провязывать. Она у нас будет набрасываться. Это 39-я петля. Дальше у нас, смотрите, у нас идет вот эта вот петля изнаночная. Значит, мы ее будем снимать нить перед работой. Сейчас немножко я поправлю, она съехала. Вот так, нить перед работой. Дальше идет у нас лицевая. Мы ее провязываем лицевой. И повторяем эти действия. Изнаночную снимаем нить перед работой, а лицевую провязываем. Это у нас идет первый ряд полой резинки. Довязываем так до конца ряда. И последние петли, смотрите, вот у нас идет изнаночная. Мы ее будем не провязывать, перебрасываем. Так, а вот это вот у нас, смотрите, последняя петля. Мы ее пока не будем трогать. Я ее тоже вот снимаю. И сейчас мы будем замыкать вязание в круг. Как обычно, делим, скажем, на 3 части и вытягиваем леску в 2 местах. Смотрим внимательно, чтобы петельки не были перекручены. Таким образом. Так, вот смотрите. Вот так вот должны быть. Они все наборным вот этим краем. Они должны все смотреть вовнутрь. И замыкаем вязание в круг. Вот эту вот последнюю петлю мы снимаем на правую, а с левой спицы последнюю набрасываем на эту первую петлю и снимаем ее тихонечко, подтягиваем за нитку. Вязание в круг замкнуто. Так, первый ряд мы с вами провязали, а сейчас второй ряд полой резинки. Вешаем маркер. Первая петля, смотрите, она у нас была изнаночная. Эту изнаночную мы будем ее провязывать сейчас. Дальше у нас идет лицевая. Мы будем эту лицевую снимать, нить будет за работой. Вот таким образом. И повторяем действие. Изнаночную провязываем, а лицевую снимаем нить за работой. То есть наоборот. И таким образом повторяем второй ряд. После того, как мы провяжем этот ряд, переходим на резинку 1 на 1 и вяжем тогда 18 рядов. Провязана у нас резиночка 1 на 1, 18 рядов. Если кто-то не умеет считать ряды, я вам сейчас быстренько могу подсказать. Вот смотрите, у нас идет лицевая петля,
И мы можем посчитать ее по этим боковым стеночкам. Вот это у нас будет первый ряд. Вторая стеночка, следующая петля, это будет второй ряд. И считаем дальше. Третий ряд, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 рядов у нас провязано. В сантиметрах у нас 5,5. Сейчас мы с вами провяжем где-то 1,5 сантиметра лицевой гладью. То есть все петли мы будем провязывать лицевыми. И это у нас составит 5 рядов. Вот я уже провязала 5 рядов лицевой гладью. И сейчас мы приступаем к формированию большого пальца. У нас ниточка вот здесь вот находится, и мы с вами в начале ряда. У нас это будет левая варежка, поэтому мы отделим 2 последние петельки вот эти маркером. Вот таким. Вот так. Можно запомнить следующим образом. Если это левая варежка, значит 2 последние петельки мы именно слева будем отделять. Если это будет правая варежка, мы тогда будем отделять 2 первые петельки, которые идут справа. И принцип формирования большого пальца заключается в следующем. Мы будем провязывать вот этот вот ряд, доходим до маркера, делаем прибавку. Провязываем 2 петельки, вот эти оставшиеся, переходим на тыльную сторону, провязываем полностью. И дальше идет следующий ряд. Следующий ряд будет без прибавок. То есть мы будем делать прибавки через ряд до маркера. При этом вот эти вот накиды, которые мы с вами будем делать, мы будем провязывать скрещенными. И это у нас левая варежка. Здесь у нас будут накиды простые. Провязываем полностью до маркера петли лицевыми. Дохожу до этого маркера и делаю прибавку. Прибавка, как я уже сказала, накидом простым. Вот таким образом. Набрасываем на спицу, переснимаем маркер. Дальше провязываем эти 2 оставшиеся петли и переходим на тыльную сторону. Эту сторону мы с вами провязываем полностью лицевыми. Следующий ряд у нас уже будет без прибавок. То есть мы полностью провязываем вот эти вот все петли лицевыми. Что касается нашего накида, если это левая варежка, как я уже сказала, мы с вами будем провязывать скрещенными. Она набрасывается прямым накидом. Доходим до этого накида. Вот он. И смотрите. И провязываем его за заднюю стенку лицевой. Вот мы его провязали скрещенный. Переснимаем маркер. Провязываем оставшиеся 2 петельки. И по этой стороне провязываем лицевыми. И таким образом мы с вами будем прибавлять петли именно перед маркером. То есть в следующий раз мы с вами будем провязывать вот эту вот петлю, которую уже провязали, и делать накид. Я уже дальше показывать не буду. Провязываем дальше самостоятельно. Итак, мы с вами будем провязывать 9 прибавок. То есть у нас получается 18 рядов с прибавками. Что касается тыльной стороны, мы здесь делаем узор. Он называется звездочки. По-разному называется. Кто называет маргаритки, звездочки и так далее. Поэтому он заключается в следующем. 4 петли в раппорте и 4 ряда. Смотрите, у нас получается, если мы будем брать по 4 петли, вот 2, 4, это у нас 1 раппорт,
второй раппорт, третий раппорт, четвертый раппорт. И у нас остается 3 петли. Поэтому мы первую петлю будем провязывать, а 2 последние также оставлять. Провязываем первую петлю, она у нас не участвует в раппорте. Дальше у нас идет следующий узор. Вот эти вот 3 петельки лицевые мы подхватываем за переднюю стеночку, провязываем лицевой, делаем накид прямой и опять заводим петлю, спицу в эту петлю и подхватываем нить и выводим третью петлю. То есть получается, у нас было 3 петли, и мы с вами опять сделали 3 петельки. То есть вот они. Следующая петля у нас лицевая. И так дальше повторяем. Опять заводим спицу в эти 3 петли, подхватываем нить, делаем накид и заводим спицу в эти 3 петли. Следующая петля у нас лицевая. И остался еще один раппорт. Подхватываем 3 петли, делаем накид, заводим спицу опять в эти петельки и забираем ниточку. Снимаем, провязываем лицевой. И вот мы с вами провязали 4 раппорта. 1, 2, 3, 4. Остается у нас на спице 2 петли. Так, вот так выглядит поближе этот узор. Это у нас первый ряд раппорта. Следующий ряд у нас будут полностью все петельки лицевые. Провязываем самостоятельно. При этом помним, что мы с вами должны делать накиды перед маркером. Вот в этом случае у меня он уже будет провязываться. А здесь все будут петли лицевые. Второй ряд раппорта. Все петли провязываем лицевыми. Правильно находим их, потому что здесь, видите, ниточка расслаивается, поэтому можно, скажем, немножко неправильно провязать. Но обязательно аккуратненько вот так вот можно вытянуть и провязано у нас 2 ряда раппорта. Сейчас приступаем к третьему ряду. Первая петля у нас была не задействована, мы ее провязываем лицевой. Дальше смотрите, 2 петли мы с вами будем провязывать лицевыми. После этого, смотрите, вот эта вот петля, которая у нас провязывалась, она сейчас будет центральная. И мы эти 3 петельки также за задние стеночки провязываем вместе лицевой. Делаем накид, опять спицу заводим в эти 3 петли и выводим нить. Вот у нас опять 3 петли. И дальше идет 1 лицевая, раппорт. И повторяем. Следующая петля у нас лицевая. И у нас остался еще 1 раппорт. То есть мы с вами провязываем лицевой, подхватываем. И вот таким образом делаем вот эту нашу звездочку. Туговато немножко идет, поэтому... Так, последняя петля у нас лицевая. И вот так вот выглядит узор, когда у нас провязано 3 ряда. 4-й ряд у нас будет полностью петли лицевые. Дальше мы с вами будем повторять вот эти вот 2 ряда. То есть 3-й ряд равнялся 1-му ряду. Дальше, то есть у нас нечетные ряды будут все одинаковые, а четные это у нас все лицевые. И таким образом дальше повторяем. Смотрим внимательно уже на вашу ладошку. Если у нас идет накид, вот как в данном случае у меня, мы его будем провязывать скрещенной. И одновременно
Смотрим внимательно за рисунком. Вот здесь вот на этой стороне. Продолжаем дальше вязание самостоятельно. Я уже провязала полностью все прибавки. У меня их 9, как я уже говорила. Вот у нас провязана последняя прибавка. То есть 9 дополнительных петель у нас появилось на спице. И они пойдут на большой палец. Сейчас мы их переснимем на бросовую нить дополнительную с помощью иголки с ниткой. Провязываем в 17 петель, потому что 2 петельки у нас, видите, они идут после маркера. Значит, 17 петель мы провязываем. Можно даже, если, скажем так, и не запутаться. Вот видите, у нас эта петелька. И она у нас шла вот отсюда, видите? А вот эта петля, видно, она уже идет с прибавки. То есть это у нас была первая прибавочка. Поэтому вот отсюда, если вести вверх, вот видите, эта петля у нас самая первая. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 прибавок. Эти петельки мы с вами сейчас на ниточку отдельную берем бросовую нить контрастного цвета и перебрасываем эти петли. Они пойдут на большой палец. И соединяем ниточку, чтобы эти петельки наши не выехали. Что касается набора петель на палец, смотрите, я здесь дополнительных петель на палец не брала. То есть у меня было вот здесь вот 9 петель. И затем я доберу по бокам. Если пальчик широкий, ну бывает, когда у ребенка более широкий пальчик, большой, значит вот здесь вот можно взять 2 воздушные петли, набросить на спицу, и у нас получится 2 дополнительные петельки. И тогда уже отверстие будет более широкое. Поскольку я вяжу для узкого пальца, небольшого, поэтому мне достаточно будет этих петель. А вы смотрите сами. Здесь они роли не сыграют большой, но все равно, если для пальчика, когда широкий, все-таки можно добрать петельки. И что касается взрослых варежек, то я обычно здесь набираю обязательно петельки. Так, завязали мы вот эту вот ниточку, спрячем ее вовнутрь, чтобы она нам не мешала. И дальше соединяем наше вязание. Вот смотрите, это у нас уже будет пальчик. Так, остались вот эти вот 2 петельки. Мы их провязываем лицевой. При этом подтягиваем. Смотрите, чтобы у нас здесь вот не было такой дырки. Подтягиваем сильно. И провязываем тыльную сторону. У меня идет первый ряд узора. То есть я первую петлю провязываю, а дальше 3 петли вместе лицевой. Подхватываю, затем делаю накид и опять ввожу спицу в эти 3 петли и вывожу ниточку. Следующая петля у нас будет лицевая. Так повторяем этот узор до конца вот этого ряда. Узор получается довольно-таки плотный. Такой вот толстый. Как раз вот для зимних вещей он хорошо подходит. В конце ряда 2 петельки остаются, мы провязываем лицевой. Что касается дальнейшего вязания, смотрите, мы замкнули вязание в круг опять. И у нас опять на спицах одинаковое количество петель. То есть на одной спице 19 и на другой 19. Сейчас мы с вами дальше будем вязать по кругу. Здесь у нас будут лицевые петли, как до сих пор мы делали. А с этой стороны у нас идет узор. Вы можете остановиться, скажем, на этом узоре
И дальше вязать лицевой гладью. Можете дальше вязать. То есть тут уже сами скажем, кому что нравится. Можно вязать, можно остановиться. То есть даже если сейчас остановиться, я думаю, тоже будет красиво смотреться вот такая вот тыльная сторона варежки. Провязываем дальше по кругу самостоятельно. Я уже провязала вот здесь вот полное количество рядов до убавок. Если в рядах, после того, как мы замкнули вязание в круг, у меня здесь 22 ряда. Что касается рисунка, рисунок, смотрите, вот так вот я его закончила и перестала вязать рисунок на тыльной стороне тогда, когда после того, как я замкнула вязание в круг, еще 8 рядов провязала вот этот вот рисунок. И затем переходила на лицевую гладь. Что касается размеров. 12,5 сантиметров у меня провязано вот сейчас до убавок. Это после манжета. Вместе полностью вот на данный момент у меня вся высота, скажем, длина варежки составляет 18 сантиметров. И сейчас мы с вами приступаем к убавкам. Убавки у нас будут провязаны следующим образом. Мы будем их делать как на ладони, так и на тыльной стороне. Первые 2 петельки, смотрите, вот в данном случае мы с вами будем провязывать вместе с наклоном вправо. То есть мы подхватываем за передние стенки и провязываем лицевой. Вот это убавка вправо. Здесь у нас будет убавка влево. Сейчас провязываем полностью лицевые эти петли. Не доходим до 2 последних петель. И тоже будем делать с вами убавку. То есть после того, как мы замкнули вязание в круг, это у нас идет 23 ряд. 2 последние петли мы с вами будем убавлять с наклоном влево. Первая петля у нас снимается, вторая провязывается. Ту, которую мы сняли, набрасываем на следующую. Вот так. И это у нас уже убавка будет влево. Таким образом мы будем повторять и на тыльной стороне. Вот смотрите. Здесь у нас в начале ряда мы будем делать убавку вправо, а в конце ряда убавку влево. И так дальше мы с вами будем повторять через ряд. До тех пор, пока на спицах у нас не останется по 5 петель. Тогда мы с вами их будем стягивать иголочкой и заправлять вовнутрь. Провязываем дальше самостоятельно. Так, я вот уже закончила полностью. Закрыла петельки. 5 петель стянула иголкой. И сейчас будем провязывать пальчик. Приснимаем эти петли на спицу. На одной спице у нас 5 петель, на второй вот вытянула я уже леску. 2 петельки. Смотрите, если в конце у нас тяжело найти эти петли, можно сделать следующим образом. Вот смотрите, они как будто бы потерялись, но я вот беру спицы, подтягиваю эту ниточку, вытягиваю ее, а затем вот таким образом тяну за 2 ниточки. Смотрите, эта петелька у нас сама вот эта вот оттуда появилась. Мы ее переснимаем на спицу. И вытягиваем эту ниточку. И последняя петля, вот она, смотрите, она тоже, вот это вот, мы ее, скажем так, вот подтянули. Вот она вытянулась сама, поэтому мы ее одеваем сейчас на спицу. Сейчас мы присоединим ниточку. И вы знаете, для того, чтобы все-таки пальчик больше, скажем, больше был, мы вот здесь вот внизу еще доберем петельки. И дальше будем вязать по кругу методом Magic Loop.
Так же, как и эту варежку мы вязали. Если кто-то не знает, как провязывать способом Magic Loop, можете посмотреть мое видео, перейти по ссылочке, сейчас появится сверху подсказка. И вот таким образом будем вывязывать этот пальчик. Здесь мы возьмем вот эту вот петельку центральную. И по обе стороны от этой петли возьмем перекрещенной петлей, провяжем дополнительную петлю с одной стороны и с другой. То есть у нас будет 12 петель, и мы будем вязать по кругу. Пальчик я уже провязала, у меня здесь 13 рядов. И сейчас я буду делать убавки. Смотрите, 2 первые петельки я их буду провязывать лицевой за переднюю стенку, следующую петлю провязывать и повторяем. 2 петли вместе за переднюю стенку, 1 лицевая. У нас останется 4 петли на одной спице и на второй. Следующий ряд у нас будет без убавок. Второй ряд провязываем все петли лицевые, эти 8 петель. Второй ряд, петельки провязываем. Так, и сейчас опять мы делаем убавки. Мы будем провязывать за 2 петли вместе лицевой. Смотрите, вот здесь вот провяжем, следующее провяжем, и на второй спице точно так же. Вот это вот тоже убавляем. Иголочку сейчас возьмем, заправим вовнутрь. На этом у нас пальчик будет готов. Так, закрыла я уже петельки на этой рукавичке, на левой. И вот так выглядит эта варежка. Сейчас приступаем к вязанию второй варежки. Вторая варежка, вы знаете, вяжется одинаково. Единственное, отличается тем, что у нас пальчик будет с другой стороны. Значит, если мы делали прибавки за 2 петельки до конца спицы, то на правой варежке мы будем делать эти прибавки в самом начале ряда через 2 петли. Я вам все покажу. Именно вот этим отличается. Все остальное у нас будет одинаково. То есть и узор точно так же мы будем провязывать. Если вы вязали дальше узор, значит, естественно, и на второй стороне варежка тоже должна быть такая же. Так, единственное, вы знаете, по поводу вот пальчика, я здесь оставляла 12 петель, но нет возможности, скажем, померить. Хотя, как бы я вот смотрю, вы знаете, я, наверное, все-таки посоветовала бы, чтобы пальчик был немножко толще. Хотя, ну, я думаю, что на 2 петельки можно будет здесь сделать больше прибавок. То есть вот когда мы делали здесь прибавки, у меня было здесь 9 прибавок, так, можно сделать и 10. То есть тогда на 2 петли увеличится наш пальчик. И уже будет не 12 петель, а 14. Но, в принципе, я думаю, тоже неплохо. Итак, я уже провязала вторую варежку. Здесь у нас был манжет, 22 ряда, и 5 рядов лицевая гладь. Так же, как и на этой варежке на левой. Вот эти вот лицевые ряды. Теперь, что касается пальчика. Мы сейчас будем формировать тоже большой палец накидами. Но в отличие от левого, мы будем провязывать эти накиды с другой стороны. Вот у нас начало ряда. И маркером отделим первые 2 петли, вот эти.
То есть мы с вами сейчас провязываем вот эти вот 2 петельки. Маркер берем, отделяем. И после вот этого маркера мы будем делать накиды. На этой варежке накиды у нас будут другие. Вот так. И дальше идут лицевые петли. Так же, как и на левой варежке. Здесь мы тоже будем накиды делать через ряд. Их будет тоже 9. Я уже дальше показывать не буду, потому что варежка будет вязаться аналогично. Единственное, что отличается тем, что прибавки будут делаться после маркера. И провязываться также скрещенными петлями. Что касается дальнейшего вязания, значит, также соблюдайте вот этот вот рисунок. По ладони мы ведем лицевую гладь. Затем этот рисунок продолжаем и замыкаем вязание в круг, отделяем петли для пальчика. В общем, все аналогично левой. То есть отличается только тем, что у нас формируется вот этот вот большой палец с правой стороны после 2 петель. Провязываем самостоятельно. Так, вот у нас получается это правая варежка. Узор с этой стороны. Мы подходим к вот этому накиду и провязываем его скрещенными. Вот смотрите, забираем вот эту вот стеночку, подхватываем и провязываем. Вот так мы будем провязывать эти накиды на правой варежке. Дальше у нас пошла лицевая гладь. И вот такие варежки у нас получились. Я думаю, у вас тоже все получится, поэтому смело вяжите на свой размер. Внимательно послушайте в начале видео, что я говорила. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, на все отвечу. Всем спасибо за просмотр.